Как и у всякого нормального человека, у меня было два дедушки. Если природе и судьбе угодно было выбрать мне в деды двух совершенно разных людей, сделав меня тонкой прокладкой между льдом и пламенем, они с этой задачей справились и сотворили даже некоторый перебор. Крупному молчаливому человеку, земному в деяниях и помыслах, Илье Евграфовичу противостоял чернявый, вспыльчивый, легкий на ногу, руку и мысль одноглазый дед Павел. Он умел здорово плясать, маленько играл на гармошке. Войдя в раж, дед хоряпал гармошку о пол, сбрасывал обутки и такие ли выделывал колено, вращая при этом единственным глазом, потешно шевеля усами и поддавая самому себе жару припевками. Эх, раз, по два раза распозначивать гораст, кабы чарочку венца, два ушата певца, на закуску пирожку, на потеху девушку. Выстановая слово «девушку», дед воспламеняюще сверкал глазом и пер на какую-нибудь молотку, вбивая ее в конфуз и панику. Дед Павел был еще лютым картежником и жарился не в заезжего подкидного дурака и не в черви-козыре или мещанского кинга, а в очко и какого-то стоса. Что за игра такая стос, не знаю, но слово это пронзило память и пугает меня по сей день. До жуткого содрогания доводили не только меня, малого человека, подвергали в ужас и взрослое население дедовы заклятия, творимые во время картежной игры. Черви, жлуди, винни, бубны, шинь, пень, шеварган, шалды-булды, пачеки-чекалды. Бух! Занимался дед Павел рыбалкой и охотой, без особого, правда, успеха. Менял лошадей, собак и засорил завезенными из города чудищами благородную породу охотничьих лаек в наших и окрестных селах. Хлебопашеством, землей и каким-нибудь устойчивым делом дед Павел не занимался и о постоянном труде понятия не имел. Сшибал подряды на заготовку дров и дегтя, перегон плотов и валку леса, выжиг извести, пиление теса и даже мрамора, ходил в извоз, устремлялся к молотильному делу, но после того, как порушил несколько молотилок и не смог их наладить, стал крениться к коммерции. Сесть, задуматься, взяться за ум, как старомодно выражалась моя бабушка Катерина Петровна, деду Павлу было просто недосуг. Жены не держались его дому, сламывались от бурности жизни, валились под напором пылкой натуры деда, оставляя малых сирот. Дошло до того, что в ближней местности не находилось больше отчаянной девки или бабы, которая пожелала бы войти хозяйкой в дом деда. И тогда дед задумал и осуществил дерзкую по тем временам операцию. Нарядился в хромовые сапоги, надвинул картуз на незрячий глаз, прихватил гармошку, деньжонок и двинул в глухие верх-енисейские края. Там он, как выяснилось после, показал размах, удивил музыкой, веселым нравом, аккуратностью в одежде и намеками на богачество. Несколько верховских деревень, населенных скромным крестьянским людом. И в небольшом сельце
с прелестно детским названием Сисим высватал выросшую в сиротстве молодую красавицу Марию Егоровну, представившись невесте председателем Потребиловки и подтверждая на практике свои коммерческие склонности, для начала наполовину обсчитал ее в детях. Великие муки, принявшая за мужа, за детей им нажитых, Мария Егоровна, бабушка из Сисима, впоследствии с улыбкой рассказывала о том, как прибыла супружеская чета с Верховьев в Овсянку, и как по мере приближения к родному берегу смирял и заискивающе ласковым делался бравый жених. Пристал наш плет. Бабушка из Сисима прирожденно меняла звуки в иных словах, и они у нее получались неповторимо музыкальными, какими-то детскими, что ли. Меня, к примеру, она звала так, как никто не звал и не мог звать. Виктор, пристал плет. Они, ребятишки-то, как высыпали на берег, маленькие и большие, в штанах и без штанов. Гляжу, горбатенький один вертится, трещит. Спрашиваю, чьи это ребятишки-то? Наши, повинился Пайль. Ну, наши так наши. Поплакала я, да и потянула воз, Богом мне определенный. Дед Павел мечту осуществил таки, заделался председателем Потребиловки. Пережив почти полное угасание, торговое дело в конце 20-х годов начало обретать по-сибирски небывалый размах и не могло не захватить такого делового человека, как мой дед. Гулянки в доме деда ширше, многолюдней, размашистей пошли. Зачастили в Овсянку из города специалисты, да все знатные, все по торговой части и юриспруденции. Скачки, тяжба на поясках, пальба из ружей, песни и пляски до упаду. Бабушка из Сисима и глазом моргнуть не успела, как образовалось у нее собственное дитё – Костька. К той поре, как двинуть по своей доброй воле нашей доблестной семейки в Заполярье за фартом и мне открыть своего второго деда, все у него уже образовалось. Вася и Ваня работали на лесобирже. Костька, родной сын бабушки из Сисима, ходил в школу. Дед рыбачил, либо играл в карты в бараках вербованных сезонников. Сяма служила доброботницей у доктора Петеримова. Вся остальная семья спала, впаянная мертвыми телами в непробудную вечную мерзлоту. Прибыв в Игарку, отец и мачеха забыли меня в семье деда Павла. В барачной комнатенке ютились 5. Но хочешь не хочешь, пришлось им потесниться и выделить пространство 6-му. Я спал под столом. «Детятка не рожена, не хожена, папой с мамой брошена!» — похохатывал дед. Поначалу был он ласков со мной, жалел, даже баловал сахарком либо конфеткой-подушечкой, потому что выдержать долго его никто не мог, и напарника на рыбалке у него не было. «Ладно, Витька, не радуйся, нашедший не плачь, потеряв, да еще таких родителей мать да перемать!» — ободрял он меня. Вот настал
наступит ход рыбе, мы с тобой двинем на реку. В ту пору дед сторожил овощехранилище. Было дело, торговал он овощами в ларьке. Но, войдя в размах коммерции, где-то просчитался, скорее проиграл выручку в карты. Едва ноги унес из прокуратуры, заняв денег у доктора Петеримова на покрытие недостачи, и почел для себя более спокойным занятием не продавать, а сторожить овощи. Само же золотое место передать подвернувшемуся моменту старшему сыну. Спустя рукава, наплевательски, можно сказать, относился Павел к обязанностям сторожа. Сдается мне, он презирал свою должность. Захватив казенный дробовик, дед Павел ускользал от овощехранилища в известный лишь ему барак с неусыпно мерцающим окном. Нюхом картежника чую за ним соратников по азартному ремеслу. Не знаю, выиграл ли он чего, но бит бывал. Частенько разымал дед Павел платок на глазу, зашторивал им верх лица. Усы всегда лихо закрученные. Не беда, что редка бородка, а бы усы с кольцом. У него иной раз были какие-то усталые, измочаленные, и не раз я слыхивал от дедов со вздохом произносимое: «Не за то мать сына била, что играл, а за то, что отыгрывался». Пагубу свою, картежную страсть, дед Павел таил всеми доступными средствами. Но все-таки доводилось мне видеть его в игре, и до полного потрясения поражало меня дивное преображение человека. Вперед всего замечались дедовы усы, и не просто усы, крылья сокола, да что там сокола, самого орла крылья, но суховатом, изветренном лице, заканчивавшемся несоизмеримо крупным властным подбородком, парили те крылья в ветровой выси, то загибаясь одним концом, то рассеивая встречные вихри другим. Опадали оба крыла к углам рта, как бы в полном изнеможении. Дед принимался их жевать. Конец полету, крах жизни, судьба разбита. Но мысль работала напряженно, мысль не угасала. Она искала хода, билась в глухой тьме о коробку черепа и с муками выпросталась из заперти. Вздрогнула, затрепетала, выровнялась, начало подниматься ввыси и, само собой, заостряться одно, затем другое крыло. Ощупью пока, словно бы обретая уверенность, усы подрагивали, шевелились, трепетали кончиками и снова вздымали, кружились, летели в гибельно-сладкую стихию страстей над усами, над затвердевшим, но бледнеющим от напряжения, то вспыхивающим жаркой радостью лице, совсем отдельной сосредоточенностью жизнью. Жил глаз деда, чуть притуманенный хмелем вдохновения. На миг, на краткое мгновение покидала беспристрастность лица деда. Воинственный, беспощадной сталью взблескивал глаз, и сразу вспоминались кинжалы, сабли и вообще что-то смертельное, острое. На мгновение эти и остались мгновениями. Дед не давал воли своим страстям, гасил роковые силы, способные разорвать его и все вокруг на части. Оттого и глаз, в иное время бешеный, вертящийся колесом, теплился за прищуренной ресницей, в
вкрадчивым огоньком. Иди, иди, ротозей, на тот огонек, на эту привычную щелочку в оконном ставне. Ошморгуют тебя, обдерут, и жаловаться некуда, потому что сам пришел, сам фарта жаждал, сам башку под топор подставил. Конечно, как и всякий заядлый картежник, дед сыпал во время игры каламбурами, присказками, издавал вопли, стоны, замирал в стойке перед явной добычей и тут же хватался за голову, рвал волосья, бросал карты на пол, топтал их, выключался из игры, опускал голову, решая вопрос жизни и смерти. Но упадок сил, полное разбитие души и тела происходило недолго. Одна, другая реплика, хохоток, присказка достигали слуха деда. Он озирался, будто после обморока, цеплял глазом огонь лампы, замечал колоду карт, ловкое мелькание рук в застолье, шлепанье карт о столешницу. Глаз его начал моргать, шевелиться, усы восстанавливались во всей силе и красоте, и, гаркнув что-то лихое, словно мчась на тройке под гору, он бросался к столу, на ходу выная из голенища бродней последние на табак оставленные рубли. Золотые, налитые, эх, коночки огневые, мчите во дьявола врата, швырял он рублишки на стол. Сдай, кормовой, еще по одной, не блефуй, не мухлюй, черти жарят на том свете, карта мать, карта слать, жизнь копейка, с фартом рубь, перебор как забор, наем не только костюм, поштанники отставишь. Ах, милая, ах, деваха, дама с усами, да еще дама с бородой, знать феклу по рылу мокру, лучше бы удавились или моей жене явились. Говорено же, говорено, не называй котят мышами, кошка слопает. Все, последний раз в жизни ставлю. Бахилы новые, бахилы на кон, себе не вам, перебора не дам. Бывало и это, ох, бывало. Являлся дед домой босиком и подвергался такому посрамлению, что, казалось, не только в карты, он и в лапту играть не решится. Бабушка Иссисима, которой дед был всему обязан и виноват перед нею навеки вечные, умела, как и всякая русская баба, обратить потраченную ей во благо семьи доброту на угнетение супруга. Повторяла, что грешное ее тело и душу съело, что сердце ее уже почернело, все, срам и стыд она терпит такой, что хоть от доктора Петеримова из домработниц уходи, что молодость и жизнь ее загубил. А какой пример подает сыновьям и внуку? Ну и всякое такое. Чтобы поменьше торчать на глазах самой, дед подавался к себе, пропадая с весны до осени на реке. Сам себе он там царь, бог и вообще вольный человек. Бабушку Иссисима дед уважал, наверное, даже и любил. Самую лучшую рыбу не съест, домой отвезет. Ягод насобирает, орешков набьет, копейку где-либо добытую за рыбу вырученную мимо дома не пронесет. Утаит самую разве малость на венцо и да на картишке. Бабушка Иссисима, конечно, все это знала. Да какая же она была бы жена,
Если б не кособочилась, не позволяла себе кураж, не давала остраски мужу, вот и подбрасывала, покидывала всякую там утварь, шипела гусихой, когда дед, ластясь, пытался подвалиться под бочок в самый сок и тело вошедшей жинки. Но год от года бабушка из Сисима все больше и больше подавляла деда. И непривычно в себе ужавшийся, он лишь покашливал, пожимал плечами и вопросительно вздымал усы. Где и чё опять я напрокудил? О том, что он чего-то напрокудил, сделал неладно, дед и не сомневался. Вот отгадать бы только где, когда и вовремя смыться. С детства, еще с церковно-приходской школы, это началось. Однажды с приятелем вместо школы свернули на Енисей. Там ледостав начался, рыба от шуги подвалила к берегу, пряталась под светлые забереги. Принялись покрученники глушить рыбу чекмарем. Дубина вот такая с наростом на конце. Взрыхлив муть, раскидывая галечник, белые молнии метались ельцы, пулями улетали в року хариусы линки, не по туловищу уворотливые ускользали под камни налимы. В азарт вошли парни, про школу совсем забыли. Заглушили они 2 налимов, с десяток ельцов и сорожен, спрятали добычу за пазуху и довольнехоньки с собой подались в школу. Угодили парни на закон Божий. «Можно, батюшка?» Постучали они вежливо. Поп велел им войти, но, конечно, поинтересовался, отчего чады опоздали и где лопоть повозгорили. Парни что-то плели насчет петуха, который забыл петь или поет, как дурак непутевый. Про кукарекана там хоть не светай. Но тут возьми, да и завози за пазухой деда, обыгавший в тепле налим. «Что у вас под лопотью трепещется, чады?» «Голуби, батюшка!» Не моргнув глазами, тогда еще 2, мгновенно нашелся мой будущий дед. «Что же вы, анафемы, божью тварь мучаете?» — рявкнул поп. «Выпустите ангельскую птичку!» Вынули добытчики голубей. Поп аж затрясся. «Божьего слугу обманывать! Батюшку не почитать! Покараю!» И покарал. «А возьмите-ка, отроки грешные, голубков в зубы, да подержите-ка до конца урока, дабы смрад из зева вашего лживого не чадил и не застил света Божьего, не портил духу велелепного». Деду налим попался икряной, увесистый, фунта на 4. Подержал его дед в зубах за хвост какое-то время. Налим уж полпуда стал ему казаться. Голову долит, шею ломает, да еще склизкий налим. Удержи-ка его в зубах. Словом, шмякнулся налим о пол, и ну о половице хвостом хлестать. Приятель налим хоть и меньше угодил, но тоже выпал изо рта и тоже повел себя мятежно. Батюшка без восчувствия: «Поднимите, поднимите, чады, рыбок с полу! Совсем толику время их держать в зевах осталось!
посмотрел на карманные часы и благодушно заключил: «Всего 18 минут». «Я с тех пор долгогривых видеть не могу, и поселенца Налима, брюхо мое, почечуй мой, — ругался дед, — не приемлет без вина, но прямо вот хоть ты чё делай, вороти ты все». Раздобыв где-то двухствольный самопал, дед вдарил из него в нарисованный углем на заплате поповского двора круг, и попал ли в цель, неизвестно. Обожженный пистон угодил ему в левый глаз. Пока был парнишкой, бегал просто так, с зажмуренной пустой глазницей. Потом выбитый глаз завязывал крахмально чистым, хрустящим платком, и до конца дней остался таким чистоткой, что вбивал людей в почтительность умением пройти по игарским хлябам в кромовых сапогах и при этом не посадить на них ни одного пятнышка. Самого деда Павла это поднимало в собственном глазу до такой высоты, что он упоительно бранил всех к ряду, особенно Ваню, Ваньку, Васю и Костьку, называя их, как ему только хотелось, полуротами, охридями, слепошарами. Мы ставили с дедом подпуски-переметы в устье Губенской протоки, той самой, по правому берегу которой полукружьем располагается порт Игарка. Шел Налим, и чем дальше в осень, тем он гуще и смелее шел, а уж настала пора мне учиться, и сел я на второй год в 4 классе, не вызвав никакого, конечно, ликования среди учителей, давши им слово, что буду прилежен, послушен и на 3-й год постараюсь не задерживаться. Я и хотел так поступить. Дед-хитрюга делал вид, будто он и слыхом не слыхивал о какой-то там школе. И зачем она парню, который одержим идеей жить и пропасть на воде? Бабушка из Сисима пробовала увещевать меня, ругала деда. Он на денек-другой со мной расставался, но скоро снова уманивал на протоку. Еще не наступили большие холода. Заморские корабли не все еще покинули порт. Летали табуны уток и плюхались в воду шумно, порой без опаски. Дед становился в лодке на одно колено и долго водил в воздухе стволом ружья. Сидя на лопашнях, я ждал выстрела, задержав дыхание, и когда подходила пора испустить дух, в табуне уток чаще рядом с ним, либо дальше, брызгало по воде, следом вылетал черный дым из ствола, слышался хлопок выстрела, мы начинали гоняться за подранками, и не раз мой дед побывал за бортом. Вытащенный из воды, он бросался на меня с кулаками, бил и шестом, бил не только меня, но всех, кого доводилось бить, чем попало, совершенно не выбирая, где у человека мягко, где твердо. Я отрекался от деда Павла наотрез. Ну уж до того он вызнал мои слабости, что выстоять я перед ним не мог и снова оказывался в лодке на воде. Той осенью, в студеный безветренный день, на бережку у костра, приняв для сугрева четушку, дед открыл тайну моего рождения. Стало известно, что я дважды крещен, и потому не должен ничего и никого бояться.
Маме моей, ломившей вместе с молодой женой деда Марии Егоровной в огромном бесшабашном семействе, когда пришла пора мне рожать, пришлось подаваться в баню, так как во всем доме стоял дым коромыслом. Гуляли наехавшие из города дружки и знакомые дедовы, сплошь нужные ему люди. Утром ослабевшую маму привели из бани в горенку. Ах, похмеляющимся гостям, хозяину дома и папе моему показали узелок, в котором был завязан я, первый папин сын и внук деда Павла I. Бывшие до меня две девчонки, мои сестренки, умерли, совсем маленькие. Где было выжить слабому полу в таком гамме, разгуле, в табачном дыму? Дед уж закатил пир на весь ближайший мир, во время которого городские гости вызвались окрестить меня и тянули спички, так как все жаждали стать моими крестными, а я был всего один. Ездили в город за подарками, крестиками и прочей культовой утварью, гурьбой тащили меня в церковь. Через неделю чуть выздоровевшая мама, держась за стены, вышла в переднюю и просила показать крестных. Получилась заминка. Крестные в городе, кого из них и как зовут, в каких они ведомствах служат, по какой улице проживают, дед вспомнить затруднился. Мама расплакалась, с детем обошлись, как со щенком. Никуда не годится такое обращение, она трудом своим поди-ка заслужила, чтоб к ней, если так хоть к ребенку ее по-человечески отнеслись. Дед повинился перед невесткой, как-то уломал папа окрестить меня вторично. Отрешившись на сей раз от выбора крестных из городской знати, мама сама к своему и всеобщему удовольствию со своей стороны выбрала мне в крестные свою сестру Апроню, с отцовской стороны меня крестил брат отца, дядя Вася, а личность тоже очень занимательная, но о нем чуть позднее. Снова пошла гулянка, уже степенная, крестинами названная, в которой участвовала и бедная мамина родня. Твердо уверовав в мою благополучную судьбу, поскольку все так хорошо уладилось с крещением, мама ломила работу дальше, нисколько не заботясь о своей судьбе, да и не знала, наверное, как это делается, как возможно жить собой и для себя, коли столько народу нуждается в ее заботах. Негде и не у кого было научиться маме себялюбию, самоздравию и бережливому с собой обращению. Потому и кончилась ее жизнь так рано и горько. Загорюнился дед возле огня, поутихла кривая трубка в его зубах. Не забыл он мою маму, жалеет, припоздала. Редкая минута. Молчаливый дед мне непривычен. Я боюсь его такого. Чё разлегся? Кто за нас переметы наживлять будет? Дед воспрянул духом, вскочил, катит по приплеску на дважды кривых ногах, они у него согнуты колесом и еще наперед в коленях.
побросав с грохотом весла, шесты, котел, мешок в лодку, наделав много грому и определившись на корму с веслом, отплыв от берега, он унимался. Как бы сосредоточившись перед серьезнейшей работой, дед впадал в задумчивость. Усы его то загнутые одним крылом, то разогнутся, выдавая значительность свершающих мыслей. Трубка клубила дым, глаз устремлен вдаль. Перед ледоставом, почти в пургу, все местные рыбаки поснимали ловушки. Но мы все булькались в обледенелой лодке. Бабушка из Сисимы пошла на деда с небывалым доселе напором. И, отступая, дед хоть и слабо, но все же отбивался. «Че ему сделается-то, твоему парню? Я его не тяну, он поперед меня к воде летит. Налим идет, как мамаево войско, не попускаться же, еще разок!» И который по счету последний разок висим мы на перемете. Осталось у нас в воде всего 2 конца, но нам и 2 хватает, чтобы околеть до полусмерти. На каждом перемете по полсотни крючков. На крючки густо цепляется налим, хватает гальяна, вздетого на крючок единым духом, да так, что загоняет малютку, рыбеху в самую глубь брюха. Поселенец, он чем студеней, тем резвее, а в лютые морозы и вовсе что водяной жеребец. Вот летом слабнет, едва шевелится, полусонный, вялый, стоит под камнем или под корягой, лови его руками. Снимать скользкую, бойкающую рыбину на ветру, на волнах, в обледенелой лодке — кара, хуже которой едва ли что придумаешь. «Режь!» — раздается клич деда. Я с радостью отхватываю ножом поводок от тетивы перемета вместе с крючком, который заглочен ненасытной пастью мордатого поселенца. Ут на концах оставалось все меньше, но уцелевшие все равно надо наживлять, цеплять на них гальянов, бросить ненаживленную ловушку в глубины, все равно, что не засеять вспаханную полосу. Гальян — маленькая озерная рыбка, очень живучая, брыкливая, удержи ее, попробуй, бьется, выпростовывается из пальцев, тварь, бульк и за борт, бульк и за борт. За гальянами дед ходит в тундру. Корчашка у него там изывы плетеная, тестом изнутри обмазанная стоит на озере. Несколько верст тащит дед гальянов в ведерке, меняет воду по пути, зорко стережет, чтоб не убаюкались, не заснула ценная наживка. «Ты чё, шеста хочешь?» Обнаружив, что я роняю гальянов за борт, ершится дед. «Смотри у меня!» Пропади пропадом эти переметы, гальяны, налима и Енисей, и дед вместе с ними. Не поплыву больше, все, в школу пойду, стану хорошо учиться, старших слушаться. Мотайся, черт одноглазый, мокни на реке, хоть до Морковкиного заговенья. Дома или 2-й перемет. Не верится даже, что домой скоро попадем в тепло. На последнем крючке перемета, на самом кончике, болтался налимишка с огрызок карандаша. Мал, но жаден. Уду заглотил, хватка, аж глаза у него на лоб от натуги вылезли. Дед пытался выковырять пальцем крючок из пасти налимишка. Не получается. Он тогда глубже палец в рот рыбехи продел, шарится там, дергает чего-то, не может вынуть ничего, руки коченеют и коченеют, и выскользнула, усмыгнула рыбеха из рук, упала в мокро к раскишским бродням деда,
болтается по отсеку, плавает вверх брюхом. «Ты почему не слушал папу и маму?» — скорбно спросил дед, глядя на мертвого плешивого налимешку, и загремел: «Вольничал, сатана! Вольничал!» Дед шлепал броднем, цепляясь пяткой угодить в налимушку, приступить его и выдернуть с мясом уду. И он зажал, наконец, броднем птичкой, летевшего по отсеку налимешку, приступил, да как изо всей силушки рванул, надеясь, что клочья полетят от рыбехи, которая захапала с дуру крючок. Рыбка не сдернулась, рыбка высмугнула из-под раскисших бродней, да как шлепнется деду в зрячий глаз. Ослепленный слизью, задохнувшийся от ярости, дед плевался, утираясь из рит налимушка, как плавал, так и плавает в кормовом отсеке такая усмиренная судьбой скорбная пучеглазка. И тогда дед вздел руки к небу: «В Стоса и в Спаса, в печенки и в селезенки, в Бога и в Богородицу, и в деток, и в деток!» Дед почти рыдал: «В ангелочков беленьких, если они там курвы есть!» И я упал с беседки ногами кверху, дрыгался и корчился на дне лодки. Смеяться! Над дедушкой, над родным дедушкой! Каторжная морда! Пока я забивался под беседку, раза два дед достал меня кормовым веслом. Он бы меня оттуда вытащил, добавил бы. Да лодку начало волной, деда валило с ног. Он хватался за борта. «Сымаем!» Вдруг рявкнул он, на ходу приняв решение, неожиданное даже для самого себя. «Все, вынай якорицы, режь на плава!» Я поскорее, пока он не раздумал, за дело. Скомканные, запутанные переметы, веревки от якорниц, нитки, уды кучей лежали на дощатом подтоварнике. Под ними ползала, шевелилась, хлопали хвостами налимы. Юркая прогонистая щучонка все выпрыгнуть из лодки норовила, раскатится на брюхе по скользким плахам борта, аж до середины вздымется и кувырк обратно. Лежит, дышит жабрами, сил набирается для нового броска. Наплав, заостренный из сухостоинки, с белым клинушком в хвосте, отрезанный нами от перемета, удалялся, качаясь на волнах. Мыс острова с зарастельником на уносе рябил в белой зависи, голые кусты делались похожими на темные фигуры одиноких рыбаков, согнувшихся над удилищами. Там их много веснами торчит, таскают сигов и все того же безотказного и боевого едока налима. Дикая трава, дудки, кочевник пырей, долго державшиеся в заветрии берега, отемнились, повисли над яром, где и по глине растеклись. Невидимые уходили с севера припоздалые вереницы гусей, неспокойным криком торопя друг дружку. Грузной тенью медленно проплыл мимо нас темный, в рыжих потеках и выпрямленных вмятинах борт морского парохода. Последний, отцепляясь от морского великана, причальные суденышки Молоков и Москва прощально свистнули, желая проскочить лесовозу Карские ворота, и потерянно болтались на пустой воде. Работа окончена. Капитаны решают вопрос, где и как отметить завершение навигации.
Туловище лесовоза относило все дальше и дальше. Без шума, без волны проваливалось судно в густую наволочь. Из инопланетного, вроде бы загробного морока и тишины донесся последний длинный гудок последнего морского гостя, и стал слышен шорох загустелого на снегу замешанного дождя. Умолк мой бедовый дед на корме. Мокра шапка на нем, мокрые усы, платок на незрячем глазу обвис, обнажив некрасивую голую щелку. Потухла трубка, горбится старый доздевишка на спине. Я скребу веслами по волнам, в которых уже не расплавляется жидкая снежная кашица. Плешивая земля с кромкой за берег, взъерошенных волнами, плывет нам навстречу, начинает проступать пристань, за нею труба графитной фабрики, молчаливая, бездымная, давно не работает графитка. Зато железная труба новой бани, увенчанной праздничным флагом, шурует дым густо, жизнерадостно, вселяя во всех людей и в нас с дедом тоже надежду на блаженство и негу под ее кровлей. И не так уже пугает длинная заполярная зима с ранними потайками, с первым шевелением снега. Охватит меня и деда беспокойство. Начнем мы сучить тетивы для переметов, вязать на коленца уды, чинить старые сети, которые по делу надо бы в утиль уже сдать, но дед жмется, думает их выгодно сбыть полуторам рыбакам. И будем мы разговаривать, перебивая друг дружку, о том, как ловили рыбу, как будем еще ловить и какой фарт принесет нам, не может не принести грядущая весна. Весны ждать не пришлось. Дед вызнал у кого-то или сам выдумал способ добывать налимов из-подо льда. И снова подпусками. Но подпуски эти всего-навсего от 4-5 крючков. Однако и 5 ут хватало, чтобы околеть до полной потери речи на заполярных морозах, спешно набирающих крепости. Лед день ото дня становился толще и толще. Случалось и не одна уже поземка, но дед сражался со стихиями и меня из сражений не выключал. Уступами долбили мы прорубь, выбрасывая звонкие глызины наверх, с очком вычищали кружево шакши и опускали короткий перемет во вроде бы вовсе безжизненную воду. Конец перемета привязывали за горбылину, клали его поперек проруби, заваливали снегом отверстие и драли домой. Отошли, отогрелись, шевелить губами начали, говорить обрели способность. И я уже с вопросом к деду: какие его виды насчет улова? Будет ли ход поселенцу? Или оцепенеет он от стужи, впадет в спячку? Дед в окно посматривал, умственно усом шевелил. «Быть страшному ходу поселенца!» — давал он заключение. «Луна вызрела с арбуз, в обруч ее взяло, значит, метель вот-вот грянет, пурга, а перед пургой-то налим, хваток, ох, хваток!» Трепещется, обмирает во мне сердишко. Нутром своим сладкостонущим слышу, как идет из глубины, рвет тетиву из рук грузный поселенец, а я волоку, хохочу от счастья и волоку, прыгаю во сне под столом, брякаю ногами о перекладины. «О, Господи!» — крестится бабушка из Сисима.
как ревматизма-то мучает человека. Совсем засудил парнишонку, старый бес. Зимний день в Заполярье с воробьиный носок. При свете уличных фонарей спешили мы с дедом на протоку. Я впереди семенил, он сзади покашливал, трубочку пососывал, искрами сорил. По обледенелому глезкому возу я в раскат спустился на подшитых валенках, братва трещала. Дед тоже устремлен был вперед, но возраст и спесь не давали ему кататься на валенках. Он меня поругивал за такую ребячливость. Родители, мол, не шибко торопятся одеть тебя. Обувь, а у меня, мол, какие капиталы? Ох уж эти капиталы! Будь они неладны, сколь их человеку надобно и зачем? Из потерпевшей когда-то аварию, вросшей в берег в снег баржи, через проломленную корму я доставал пешню, сачок, железный крючок и топор. Пошла работа до большого пота. Отгребали снег, долбили лед попеременно, вычищали проруби. Вот и вода затемнела, глубокая, беззрачная. В воду веревочка обледенелая спускается, к веревочке железка привязана и на дно брошена. Дальше сам подпуск идет. Взявшись за тетиву рукой, я слушаю. Дед делает вид, что ему на все тут наплевать, да еще и высморкается. Есть! Дергает! Выталкиваю я шепот из сдавленной груди. Дед с притворной ленью кивает. Давай, действуй! О, миг счастливый, сладкий! Пел в кино артист женщине, разряженной в пух и прах, валяясь перед нею на колени. Ни шиша он, тот артист, не ведает, не понимает. Порыбачил бы хоть раз, поводил бы рыбину на леске. Вот тогда и узнал бы, что такое настоящий миг. Ни чудо ли, ни колдовство ли, зима кругом, стужа. Снег толсто на льду лежит, все обмерло, остановилось. А тут ровно бы из преисподней возникают недовольные налимьи хари. Дед отцепляет рыбин и небрежно даже с сердцем отшвыривает их в снег. Возятся пьяные в снегу поселенцы, вымужатся ровно бы в известке и так с непокорно загнутым хвостом и остынут. А тут возьми, да еще событие наступи. Налим в лунку не пролезает. Событие так событие. Дергать подпуск нельзя. Оборвешь фельдеперстовое коленце. Но отпускать Налим еще не хочется. Дух во мне занялся. Дед всякую спесь утратил. Бесом вокруг лунки крутится, хлопает себя по коленям, отпнул меня в сторонку, на брюхо упал, руку в прорубь засунул, изучая подходы. Затем молодецки ахая раздалбливал прорубь. Я рыдал: «Дедонька, миленький, не обрежь, не обрежь!» «Не балзай под руку! Демонским огнем пылает глаз деда, того и гляди, завезет!» Я отпрянул в сторону, но скоро опять плясал вокруг лунки, отгребал голыми руками лед, не чую никакого мороза, о чем-то молил деда, подавал ему разные советы. Любил ли я деда? Не знаю. Не берусь судить о таком сложном чувстве. Не под силу мне это. Но в тот счастливый миг, когда, не обрезав подпуска пешней, потянул и выволок дед огромного поселенца на лед, и сам в изнеможении сил тут же, я
обожал деда. Я готов был его обнять, расцеловать и не знаю, что еще с ним сделать. Налим, изогнувшись дугой, лежал брюхом в снегу, яростно и устало шевелил жабрами, с недоумением тараща на нас сытые, наглые кругляшки глаз, белеющих от мороза. Как это так? Плавал в полной безопасности подо льдом, икру метал или молоками икру поливал, терся брюхом о песок, собирался подзакусить мелкой рыбешкой после утомительного труда, и вот попался. Никакого, значит, спасения нет нашему брату и подо льдом. Я похлопал поселенца по белому толстому пузу и сказал, что если мой дед возьмется за дело всерьез, то вашему брату и ловиться не надо. Вашему брату только и останется самому на берег выскакивать и умолять: «Возьми меня, мол, уж сразу живьем, пожалуйста, Пал Яковлевич, мы тебя боимся». Дед крякнул одобрительно, высморкался, набил еще раз трубку махрой и нежно мне сказал: «Жиган, твою мать!» Я продолжал толковать с поселенцем: «А тебя мы с дедом и жарим, и съедим. Хоть ты и бухгалтером, может, даже и директором среди налимов состоял. Вон у тебя какая авторитетная пузо. Уяснил?» Налим разом покорно обвял весь, скорчился, окоченел. Дед довольственно хохотнул, еще раз назвал меня жиганом и сейчас делался суровым. «Хватит баловать! Наживляй переметы!» В одной книге я вычитал: за каждую минуту наслаждения мы платим мукой и слезой. Или что-то в этом роде. За рыбачьи радости мы платили такими муками и слезами, которые ведомы лишь каторжникам да рыбакам. Накаленные морозом уды припаивались к пальцам и отдирались с кожей. Гальяны совсем в руках не держались. Выпавший снег тут же застывали и ломались спичками. Че из воды да по воде плывет, то Бог дает. Терпи давай, терпи, чудо Божье, подбадривал меня дед, а у самого усы, что гальяны состылись, того и гляди сломаются, и слова вроде бы как-то по-иностранному звучали. Свело губы морозом. Но всему бывает конец. Сбросали налимов в мешок, инструмент в баржу спрятали и бегом в гору на яр. Стучали налимов в мешке, визжали на полознице мерзлые валенки. Влетели мы с дедом в барачную комнатенку, будто в царствие небесное на белых облаках, и сразу к теплу, руки в огонь суем, молча оттирая друг дружку от дверцы печи. «Эка, совсем польнишенку извел, чарт одноглазый!» пилила дедушка-бабушка из Сисима. Налимы меж тем оттаяли в лохане, наполненной водой. Заворочились, завозились, давай хвостами бить, брызгаться. Тот, что в лунке застревал, до того разошелся, что из лохани вывалился, на пол шлепнулся. «Эту тварину!» — дед ткнул пальцем бухгалтера. «На сковороду! Эш прыткий какой! Эш разбушевался! Эш разгулялся! Мы вот тебе!» Дед набросил шапчонку на голову и метнулся к двери. «Куды?»
притопнула ногой бабушка из системы, намереваясь остановить деда. Но где же его успеешь его перехватить? Моего деда, если он устремлен к цели. Дед уже чешет от барака в ближний магазин за чекушкой. Сказывал же, объяснял, что после издевательского наказания, понесенной кары от сельского попа, этого долгогривого служителя культа повредился у него желудок и не приемлет налима без водки. Кроме того, всем известно, любая рыба, пусть и поселенец, по суху не ходит. Той же зимой случилось крушение семейного союза между папой и мачехой. Не раз и не два будут они потом расходиться и сходиться. Детям, рождавшимся в моменты перемирий двух вроде бы совершенно ненавистных и все-таки страстью влекомых друг к дружке людей, от их разладов, сбегов да разбегов, будет совсем не смешно. Отец заключил договор с Игарским рыбозаводом, забрал меня из тесной барачной комнатушки, где я уж поднадоел всем и устал выглядывать куски, которым дед Павел иной раз не то чтобы корил меня, но как-то так проклинал отца с мачехой, что получался и я в прицепе. Лишним везде себя чувствовал, особенно за столом. Кое-как одолел я 4 класс, точнее, меня перетащили из него в 5, и с чувством исполненного долга впервые в жизни отправился на настоящую промысловую рыбалку. Напарником отца был Александр Васильевич Высотин. Мужчина крупный, бывалый. С Высотиным плыло 2 сыновей, парнишек крепких, небалованных, Петька и Гришка. Одержим рыбалкой, правда, один лишь Гришка, этакий здоровый уворотень. Петька же был мастак по части игры в лапту, в чику и еще здорово плясал в школьной самодеятельности. Сплоченной бригадой высадились мы с рыбосборочного бота на пустынном Енисейском берегу между поселками Карасино и Полоем, на добром, как нам сказывали, рыбном угодье. С берега по крутому каменному яру полузамытая тропинка привела нас вначале к бане, вкопанной в берег, затем к крепко срубленной, тесом крытой избушке с волоковыми окнами в стене и крыльцом, над которым был когда-то навес, но его сорвало ветром, и он валялся поблизости, ощетинившись ржавым гвоздем. Избушку эту теремушку срубили лет 5 назад связисты, тянувшие телефонную нить на крайний север до самой Игарки. В избушке бывали и загадили ее шальные охотники, горожане, ягодники, грибники и рыбаки. Мы взялись за дело, все отскребли, вымыли пол, изладили 10 мышеловок чурбаков. Мыши тучами ходили даже по стенам. Угоив избушку, мы истопили баню, напарились в ней. Вечером мужики выпили по случаю высадки на незнакомый берег и закрепления дружбы. И до глубокой ночи из жаркого натопленного становья разносилось далеко по окрестным селам. Обнесен стеной высокой Александровский Централ, папа кричал, зажав в отчаянии головушку ладонями. Высотин басил, зажмурившись. Мы в 3 мальчишеских горла звенели под душными колокольцами поверху. Начался тяжелый промысловый труд. И больше в то лето песен мы не пели, не до песен было.
Для начала поставили пяток в пару связанных становых сетей паромов, которым надо 2 тяжелых якорницы, да еще 3-ю якорницу, что держит наплав, пяток сетевых ловушек, только начало, чтобы нащупать ход рыбы. 1 паром попал на уловистое место, остальные пришлось не раз и не два переставлять, добавлять к ним несколько паромов, чтобы сети в переменке вынать и развешивать на починку и просушку. План нашей бригады был задан: 16 центнеров на сезон. Добывать рыбы надо было больше, на еду, на продажу, потому как сезонным рыбакам выдавали небольшой аванец, остальные деньги по договору выплатить должны были в конце путины. Мы в самом деле попали на уловистые угодья. Шла стерлядь, белая рыба, случались осетры, горбуша одно время повалила, это на паромы и переметы, по кустам, как здесь выражаются, по заливам, за островкам и возле берегов. Мы сшибали старыми мережками щуку, окуня, сорогу, налима. Нет-нет, вытаскивали тайменей подростков. Большие таймени пластали в клочья старые мережи, вырывались, оставляя дыры, да такие, что мы, парнишки, пролазали в них, поражая артель силой и размерами ускользнувшейся рыбины. На сети выплывали мы часа в 4 утра, без завтрака, заспанные, вялые, однако на веслах в труде разогревались, разминались и работали дружно, порой даже весело, азартно. Мы с Гришей орудовали гребями, Петька на корме, мужики управлялись якорницами и сетями. За тетивы, за веревки якорниц и за весла без верхонок рукавиц не брались, но ладони наши все равно покрылись красными мозолями, и трижды, если не 4, сошла кожа с рук, пока не огрубела, не закрепла, как обух топора, и больше руки не прокалывала рыбьими колючками, не разъедала кожу солью. Лишь к полудню, едва живые от усталости, мы медленно подскребались к берегу. Еще в пути от наплавок Высотин, облюбовав стерлядь килограммов на 5, грохал ее сделанным наподобие топорища крюком по костяному черепу и начинал разделывать рыбину, полоскать ее в воде, членить на куски. Пока мы раскидывали сети по вешалам, убирали рыбу в бочки, выплескивали воду из лодки и мыли склизкий подтоварняк на очаге, устроенном из камня, уже кипела в противне, согнутом из толстого железа, стерлядь. Навешанный на таган ведерный медный чайник начинал посвистывать и бросать из рожка в воду, запаренную смородинником и белоголовкой. Здесь же, на берегу, на рыбодельном столе, вкопанном в песок, мы ели, если не было ветра, и уминали за раз с моим худосочным папой буханку хлеба, подбирали жарево до последнего хрящика, вымакивая кусочками приправленную береговым луком жижицу, после чего опорожняли чайник и, едва переставляя ноги, тащились в угор. Первое время мы, парнишки, ладились падать на нары в сырой одежде, но мужики нас пинали, заставляли сымать хоть верхнюю одежду, спали до вечера. Поднимались и какое-то время сидели на нарах, не понимая, где мы, что с нами. Постепенно приходили в себя, привыкали к миру Божьему, включались в дела: упочинка сетей, разделка рыбы, изготовление якорниц на плавов. Надо было и в избушке прибираться хоть раз в неделю, топить баню. Упаси Бог опуститься на промысле, и простынешь, обветренные губы, лицо полопаются, ноги от сырости и нечистых портянок сотрутся, заослеешь,
грязью зарастешь, и значит, отдыха хорошего знать не будешь. А нет отдыха, и труда доброго ждать нечего. К осени попрели у нас веревки, сети, якорницы часто обрывались. Следовало запастись дровами и на пору дождей и холодов, набить ореха, ягод набрать, рыбы повялить. Словом, работы день ото дня не убывало, а прибывало. Случались, однако, у нас и праздники. Их нам сотворяла природа. Поднимался шторм, наваливалась непогода, на реку попасть невозможно, главной заботы нет. Мы подымали высоко на берег лодку, опрокидывали ее вверх килем, сухие сети свешивали в баню и на чердак избушки. Бочки с рыбой, вкопанные в берег, плотно закрывали мешковиной и деревянными крышками, чтоб не захлестнуло песком. Мылись в бане подолгу с чувством. Вспомнив старое ремесло, папа всех нас подряд стриг под польку-бокс, стукая ножницами по башке парнишек, чтобы не вертелись лишку, и все удивлялся, оболванивая меня. Этакая головища, а пустая. Я тайком ощупывал свою башку, стучал кулаком в лоб. Голова как голова, ничего особенного. Звучит в середке вроде бы и правда, как в пустом котле. Северяк дыбил Енисей суток по 5, случалось и по неделе. Отоспавшись, мы всей артелью отправлялись в лес за ягодами, грибами, ближе к осени за кедровыми шишками. Все это было тут же, вокруг становища. Чуть подаль на озерах жили утки, и мы охотились на них. Иной раз сшибали на ягодниках глухаря. Возле беломошных болот били пестрого куропата, гоняли и путали молодых зайцев. Склонный к вольнодумью, шатанию, порой и к созерцательности, пугавшей бабушку Катерину Петровну и других пристальных людей, считающих, раз от бурности я мигом перехожу в недвижимость, замкнутость, стало быть, блажен есть. И ох, как могу кончить по этой причине земной путь. Отколовшись от артели, я бродил по лесу или сидел на обдуве у реки, бросал камни в воду, глядел в заречные дали, думал о всякой всячине, напевал что-нибудь, чаще просто так сидел, слушал шум кедров за спиной, смотрел, как безостановочно катятся беляки по Енисею, как дымит пароход в волнах, как бегут по небу растребленные облака, как мотает ветром чаек, и они, взойдя в высоту, не шевелят крыльями, а, вытаращив круглые глаза, лишь поддергивают вытянутой шеей, ровно бы глотками схлебывая воздух. Дозором явятся на реку парочка гагар, полетают возле берега, покружатся, разведуются, повернут домой к лесным озерам, возмущенно крякая, и, плюхнувшись на воду, застонут в лесу, жалобно извещая, что погода продлится еще не один день. Никакие мысли не томили меня, не обуревали заботы. В такую вот бездельную пору я неожиданно отыскал озерцо и замер, обвороженный. Со дна озерца струил холодную воду кипун, шлифуя ее круглое озеро. Обметанное у берегов стрелулистом, кугой, рассвеченная экономно и красиво лилиями и кувшинками,
Озеро так ловко пряталось в гуще самосевной травы, стланников, вербача и ольхи, что его не угадать было, а из-за гнуса в сросшийся вертеп никто не совался. В какие-то далекие-предалекие времена был страшный ледоход на реке, может, тогда еще и названия не имевший, натолкала на мыс каменные глыбы, запрудила родник, и пока он искал выхода, пока точил себе щель, его забросало песком, меж каменьев проросли дудки высоких пеканников, ползуничьи нити пырея, цепной осоки, меж собой спленывались лоза тольника, нити повелики, из всякой ползучей твари довершили дело, сделали ли непролазной забоку, скрыли наполненную водой лагуну. В парной теплыне на привал Кармар, мухота, мизгири, метлячки, бложка лесная, нужные птицы и рыбам. Птицы нанесли в лагуну рыбью икру, семена водяных цветов, и украсилась жучками-водомерами лагуна, сделалась живым озером, вокруг которого в камнях и зеленых крепях охотно селилась птичка. Отороченная с тундренной стороны пояском белых мхов озера, и без того нарядная, еще и форс какой-то легкий, глаз не режущий имела, красная брусника, сизый конобобель рассыпались по пояску мхов, листья осинников, еще только чуть-чуть подрумяненные первыми иниями, гоняла от берега к берегу по высветленной до дна воде. Но, любовавшись вдосталь озерцом, я перешел к земным практическим размышлениям. В таком озере должна быть тьма рыбы. И тотчас заметил едва заметные кружки в окнах, меж листьев лилий, кувшинок и в прибрежных водорослях. Такие кружки бывают от малой рябехи, гальяна, но в прибрежном, да еще в таком светлом озерце, гальяну не сдобровать. Приест его рыба, да и любит северный гальян воду густую от тины и торфа, где много корма, и худо его видать. Обмозговав все это, я хотел уже поддаться домой, заказав себе молчать, согласно старорежимному правилу: нашел — не показывай, потерял — не сказывай. Да на грех и беду мою, подле круглых листьев еще так недавно светло сиявшей кувшинки мягко чмокнуло. Расплылся кружок, пузыри вспухли, в середке его, как у подкипевшего на сковороде блина, и долго плавали, не лопаясь. Карась! Карась плавился! Так вот, чмокнув мясистыми губами, плеснув неповоротливым боком, выдохнув пузырьками воздух, плавится карась. Я присел на камень, утих. По всему озеру запричмокивало. Чудилось, всюду лопались вешние почки. Зеркало озера сплошь покрылось тонкими кружками, ровно бы какой-то забывшийся ученик, балуясь, легко, быстро рисовал карандашом кружки на чистом листе, и только пузырьки, прозрачные пузырьки, катающие по воде, мгновенно возникающие и также мгновенно гаснущие, свидетельствовали о том, что в воде идет жизнь. Играет там и кормится рыба, много рыбы и карася. Я, наверное, мог бы просидеть возле того озера сутки. Да зараза-то комары! Разве позволят?
вытурил, выжил меня на берег, на обдув. Он так украдчиво и красиво живущего в заувье озерца, которое сделалось мне чем-то родным. Эх, нету дедушки, вот бы уж половили мы тут карасиков. Давно ведомо, добро надо искать, а худо само найдется или прикатит. Только я подумал насчет деда, тут же вместо одной нашей лодки увидел две. Во второй лодке тонкой булькой торчала парусная мачта. Лодку захлестывала волнами, подле нее будоражился невысокий человек, узкая полоска светилась на его лице. «Дед!» — обрадовался я, поспешил скорее к лодке, без приветствий и объятий включился в дело, помогая деду выбрасывать на берег манатки, весла. Для начала был же тут же обруган за допущенную оплошность. От избушки спустились мужики, подали руку с головы до ног мокрущему деду. «Носит тебя камуху в такую погодку! Утонешь?» «Скорее сами утонете!» Дед Павел кивнул на скомканную тряпку. «Под парусом, будто архангел поднебеси! Перла! Того, гляди, в Карскоморье выкинет! За весла поймался, трубку зажечь моменту нет! Окатил!» Шустряга дед явился не без умысла. Под крылышком рыбаков, ведущих законный промысел по договору, ему никакой рыбнадзор не страшен. Чтоб рыбаки были к нему благосклонней, привез дед спирту. Давно не причащавшиеся мужики посулили деду всякое содействие в промысле, поменяли его одряхлевшие сетчонки, для отчета годилась и рухлядь, на что дед, само собой, и рассчитывал. Я видел, как дед спрятал под баней литр спирта, чтобы после, под Магарыч, обменять черную рыбу на лима, окуня и щуку на стерлядей и осетра. Выкинув мережки вблиз берега по заливам, дед мало-помалу ловил мелочишку и черную рыбу, а я подбивал его поставить сети на открытом мною озере. Дед рассказням моим не верил. «Отвяжись, хлопуша!» — кричал даже и топал на меня ногами. Но сопротивление его постепенно слабело, потому что ловилось его мережки плохо, а лето перешло за середину, вода укатилась в трубку, то есть межень наступила. Рыба отваливала в прохладные глыби. Ставить паромы и мережки дед не умел и не смог бы их один поставить. Артель ему помогать не могла, некогда. И дед начал делать крен в сторону озерного лова. А, как известно, телушка стоит полушку, да перевоз дорог. Вытаскивать с озера рыбу по болотистому вертепу, да еще в пору самого лютого гнуса — адова работа. Но не все горе горевать, и понапрасну ждать фарта случилась у деда удача. Разудил его на ту удачу опять же я, ничего кроме добра деду не желавший. Справляя какое-нибудь дело на берегу, замечал я в тихую погоду на реке за ближним каменистым мыском движение и тень огромной рыбины, осторожно скользящую вглубь воды, пробитой закатным светом. Блазниться думалось поначалу. Вовлек я в союзники Гришку. Он чуть ума не решился, увидев водяного. В один из вечеров
залегла вся бригада за лодкой, высматривая чудище речное. Терпения у степенных мужиков мало, гордости и дел много. Они собрались было отругать нас с Гришкой за напрасно погубленное время, но в тот миг топляком легло на дно рыбина и принялась трепать набросанные в воду лоскутья потрохов, рыбью обрезь, прелых заглотышей. «Вот оно чё!» — присвистнул Васутин, поднимаясь из засады. Рыбина не метнулась в реку, она неторопливо скатилась в нее, как бы вжалась вглубь и растворилась в ней. Вековелая щука! И мать добычу не может, а ведь по туше ой какая должно! Вот на дохлятину и переметнулась. Дед Павел не признавал удочек, называл удильщиков дачными полудурками, но, прослышав про водяного, не устоял. Сотворил жерлицу удилище в оглоблю, леску в мизинец толщиной, на конце вдвое проволока и уда, что поддевный крюк. На уду дед сделал сорожину, навалил на удилище кучу пудовых валунов с берега и удалился. Весь вечер мужики подначивали деда, измывались над его жерлицей. Но какое изумление охватило всех нас, когда, спустившись к Енисею на утре, мы увидели леску с рогульки снятой и туго-туго натянутой. Дед раскатал каменья, схватился за удилище и тут же с берега исчез. Болтыхается у приплеска, ругаться пробует, удилище из руки упустил. «Догоняй, чего рты разъявили! Мы в лодку, дед за нами, мужики бронятся, на сети плыть пора. Да где же им совладеть с артелью, к тому же в такой азадор вошедший? Далеко от берега догнали мы удилище, то уходившее под воду, то вехой появляющее наверху. Схватили жердину, сгоряча пробовали вываживать рыбину, и она шла, уморенная, послушная. Но как завидела лодку мокрого одноглазого деда, такого козла сделала, что лодка черпанула бортом, и мы едва не высыпались из нее. «Матеря разва!» — стучал зубами дед и, поразмыслив, выбросил удилище за борт. «Пущай повозит, пущай уторкается!» Раз 5 подводили мы рыбину к лодке, пока изловчились садить ей в грудное раскрылье поддевный ковный крюк. Перевалив щуку за борт, мы с дуру принялись ее лупить, чем попадя. Дед садил до крови кулак о щучью башку. Мужики злились, кляли нас за деда за ребячество. Погодье на реке так же дорого, как страду на пашне. Все же упросили мы мужиков взвесить водяного, и они завалили его на весы. 33 килограмма с гаком. Лежит щука на быровздельном столе, пастью шевелит. Морда ее источена пиявками, червяками и водяными клопами. На широком и уже тупом носу что-то вроде мха наросло. Кость повсюду острая выступала. «А так чудо заловили!» — удивлялись мужики. Перебивая друг дружку, орали, чего да как было. Дед Павел штаны отжимал, простуженно пошмыгивал носом, умственно шевелил усами. И не зря шевелил. Вечером он вынул из бани литр спирта,
и выморщил у мужиков 2 осетров по весу равных одной щуки. Чтобы мужики не передумали, он той же ночью собрался улизнуть в город. Но удача, она же страшная зараза, она же слепит, разжигает ту самую выть, то есть аппетит, о котором поминал Высотин. Вспомнив, что карась в особом почете в семье доктора Петеримова, да и переселенцы из среднерусских мест ценят его костлявого, тиной вонючего, вровень со стерлядью, дед-то решил черпануть и карася на мной открытом озере. Если карася доплавить свежим в город, соображал дед, да загнать потихонечку, глядишь, разживется деньжонками, хорошо самой отвалит, и еще раз, совсем уж последний раз попытает счастье в картах. К поре встречи нашей артели с дедом заметно смягчился он характером. Гармошку в руки почти не брал, разве что по самым большим праздникам пытался принародно не материться. Спиртное принимал лишь на реке для сугрева. Стал шибко маяться грудью, кашлял от табаку, однако трубку бросить не мог. На это его сил не хватало, и не мог он в себе побороть, отринуть навсегда тягу к картам, хотя пережил из-за пагубной страсти много сраму, и внутренние противоречия терзали его тяжко. Редко, совсем уж редко ускользал дед Павел на мерклый свет заветного окна, крался точно старый прелюбодей-снохарь к молодой невестке, трепеща непокорным и грешным сердцем. Озеро деду сразу поглянулось. Он усиленно задымил трубкой, забегал по шараге, соскользая с камней, покрытых слизью водорослей, воротил здоровый глаз в сторону, чтобы не выткнуло, но все же ахнулся меж камней, ушиб локоть, ободрал колено. «Такс, такс, такс!» — бормотал дед, потирая колено и примачивая слюной снесенные с локтя кожу. «Есть тут рыбка, есть! Ишь, какое озерцо, зеркальца! Упряталась, понимаешь, в веремнике! Ах ты! Вот и не верь тут всемой насчет Бога! Есть что-то, есть! Прячет от нас, поганцев, экую вот невидаль, а то и захаркаем. И хвалил же меня дед, востротолым называл. Сулился, если будет удача, купит мануфактуры на рубаху. Сатинету, Витька, сатинету! Ах ты, ну озерцо, я ли не перевидел на своем веку чудес, но экой-то вот алмазинки и во сне зрить не доводилось. Счастлив ты, однако, парнишонка, не участью долей, душой счастлив, красивое да доброе видеть. Может, в этом-то счастье и есть, кто знает. После таких дедовых слов я готов был в лепешку разбиться. Крушил топором лисишка, выискивал сухарины на плот, таскал сети к озеру, шесты вырубал и все время слышал на себе кожано-шуршащую рубаху. Даже видел себя в ней, угольно-черный, с белыми пуговками в 2 ряда, как
явлюсь я в сатиновой рубахе в школу, да как сяду за парту, да как гляну вокруг. Ох ты, ядрит твою, распроядрит твою! Особо-то я не давал полету мечте, глушил ее в себе, наученный горьким опытом. Посулят чего, а после проруха в расходах, либо в обнове-то в бочажину угодишь и спотраешь, как на пути к Устьмане, новые штаны. Суеверный я стал в этих делах. Тут еще сомнение накатило на меня. Много утки снималось всякий раз с воды, когда я появлялся у озерца. Утки нырковой, чернити. Затаился я в себе. Не гугу деду, очень уж мне хотелось фарту рыбацкого изведать на моем озере. В поздний час светлой ночи перегородили мы озерцо двумя связанными мережками, приткнули плот шестом к берегу и полюбовались своей работой. Сети стояли лучше некуда. Берестяные наплавки янтарными бусами висели на светлой груди озерца. И пока мы стояли, помстилось нам с дедом сколько-то наплавков затонуло. Вляпался карась, дурила. Ах ты, душа рыбацкая, самопожертвенная. Спят Гришка и Петька, Высотин спит, папа спит. Скоро уж на реку плыть, работу тяжелую делать, а у меня сердишко тыкается в грудь. Громко говорим мы с дедом обо всем. Согласие у нас с ним такое, какого еще свет не видывал. Чаю мы с ним согрели. Дед отвалил мне комок конфеток с выдавленным из них повидлом, облепленных табаком и крошками. Конфеты я не съел, чай не допил, спал на полуслове. И мне казалось, через минуту был разбужен и безжалостно водворен в лодку. С наплавов артель вернулась в полдень. Дед нажарил рыбы, сварил 3 уток, из дробовика он их подшиб на озерце. Не вытерпел дед, все-таки сбегал к сетям и сообщил: едва ли поднять сети. Ни одного наплавка на воде не видно. Рыбой снасть сдавила. Мужики убайкались на паромах, еле живы были, но все ж подшучивали над дедом. Карасиной погибелью его называли. И, покурив, отправились в становью спать, благодарные деду за то, что он постоловал артель и дымокуром выдворил комаров из избушки. Я упал на постель и чего видел во сне не ведаю. Что-то колыхалось, мельтешило в глубине сна, точно в мереже мелкоперстке, тьма карасиная, не иначе. В другой раз не добудиться бы меня, но тут лишь тронул дед за плечо, я враз вскочил. «А!» — сказал и очнулся. Не тревожа храпящую артель, мы подались с дедом смотреть сети. Дед колесил впереди, ширкая голенищами отогнутых бродней, взбивая просеянный ветром песок. Я едва поспевал за ним, однако стряхнул с себя сон, душа во мне затрепыхалась, я на рысях опередил деда. Дед вслух плановал. Если карася попалась такая же тьма, что привиделась внуку, с мережками в пряжерной шараге не возиться, комар загрызет. Стало быть, просить мужиков придется выволочь сети на берег, посулив им за это спирту, на обдуве и выпутывать рыбу, потому как боек, ох, как боек стервоза карась,
в таких вот светловодных озерцах, но телом хлипкий, изнеженный, поэтому стоит, пожалуй, присолить жирного барина, кабы не тронуло его запашком. Оно, конечно, и ветерок гуляет, и дело к ночи, стало быть, к колодцу клонится, но все же шут его знает, этого карася. Тварь малоизученная, возьмет и подпортится. Я соглашался с дедом. Стоит подсолить карася, стоит после прополоскать его в холодной воде, еще лучше в тузлуке промыть, и он сойдет за свежего. Дед воззрился на меня жизнерадостным глазом, дал совершенно уж твердое слово насчет рубахи, посулил вопрос и о штиблетах подумать. Сплавает в игарку, сбудет рыбу, оформит неотложное кое-что, в карт поиграет, прикатит вновь, и коли я стану ему помогать в ловле карася, так же, как теперь, штиблеты, считай, что на ногах, кожаные, коричневого цвету. Заработал парень, получай. Деду Павлу ничего не жалко. Начало спаренных сетей не сулило никакой беды. Хотя ни одного наплавка не было на воде, и тетивы до звона натянутой. Хорошо закрепить охвостины догадались. Дед выколотил трубку о бревно плотика и чего-то подзамялся. Сердца моего коснулся холодок беспокойства. Заныло в затылке. Мне отчего-то захотелось домой в избушку. Но куда же деваться? Поставили сети, надо смотреть. Мы скоро перебирались с дедом по верхней тетиве сети. Мелькнула пара, будто широкие листья прилипших карасей. Затем в разброс явилось еще несколько штук, измученных, правда, истасканных, забитых. Наперебой твердили мы друг дружке, что если уж возле берега напутался карась, то дальше и подумать страшно, сколь его. Старый и малый хитрили, обманывали себя, руками и сердцем чуя, да и глазами уж видя, надежды рухнули. Вляпались мы с дедом, попали в проруху, но так не хотелось с этим соглашаться, а уж пошла сеть святой, перепутанной, из глубин черной головешкой возник успокоенный нырок. Долго сопротивлялся Горемыка, собрал на себя почти всю сеть, запутался так, что нечего было и браться вынимать его из сети. Резать полотно мережи – один разъединственный способ достать эту утку разнесчастную, почти что никому, кроме себя, не нужную. Если бы в мережку угодил один нырок, делов-то, часик посидеть с деревянной иглой в избе, и дыра как не бывало. Но к середине озера ничего разобрать уже нельзя. Где кибасья, где наплавки, где ячеи, где тетивы, где сеть вообще длиною сажен 20, комок из водорослей, листьев, голых стеблей, кувшинок и лилий, из ниток, веревок, в которые запеленены тушки уток. Все увязано в крепкие узлы, и для насмешки, для полного изгольства в путанице мережи в тени реденько шевелился, пошептывая чего-то квашенными ртами караси. Приближался берег озера, тындренной, дальний, в краснобоких от брусники кочках, с реденьким лесочком, в котором и думать нечего скрыться. Мы с дедом стояли до колена в воде, на разных концах плота, полузатонувшего от мокрых тяжелых сетей. Не дрыгаться, не махаться нельзя.
вывалимся. Дед Павел зловеще помалкивал. А хвостку на другой стороне озера отвязывать мне, так как я стоял на переду плотика. Не дожидаясь команды, я плюхнулся на берег, как бы ненароком оттолкнув плот ногой. Не теряя времени на отвязывание охвостки, я потянул веревку, слабый корень ольхи поддался из камней. Упершись ногой, я рванул изо всей силы и готово дело. Выкорчевал деревце, швырнул все хозяйство в воду, выкорчеванную ольху с веревкой, привязанную к ней сеть, и помогай, Бог! Все еще грузный от мокрых сетей, но без меня чуть поднявшийся из воды плот медленно уходил от берега. Дед разгадал, наконец, мой маневр, топнул ногой, шестом разбил вдребезги зеркало озерца. Прокудник! Каторжная морда! Ушел! От меня не уйдешь! От меня еще никто не уходил! Плот стремился мне на перехват, но я, не щадя себя, продирался сквозь шарагу, царапая лицо о шипичник, пластая одежонку о кореньи и сучки, устремившись к Енисею. На ровном берегу деду ни в жизнь меня не догнать. Мы выскочили на берег разом. «Стой!» — сказал дед и двинулся ко мне. Я на мгновение замер, будто в параличе, но тут же опомнился и хватанул во все лопатки. Какое-то время дед гнался за мной, подняв над головой шест, но скоро начал сдавать. «Бродяга!» — неслось мне вслед. «Все ищет чего-то! Блудня! Шатун! Словами хоть какими, хоть сколько поливай! Че мне с его слова? Я их не боюсь, я и похлеще кое-чего слыхал!» Скрывался я от деда на чердаке избушки. Комары меня там заедали, но я терпел. Не найдя меня, дед Павел в сердцах переругался с мужиками и отбыл в город. В щель между тесин крыши я наблюдал, как уходила лодка за мыс, мерно взмахивающий веслами дед Павел, и лодчонка его становилась меньше, меньше. Поднимались над водою, и уже не на веслах, на крылах возносились в небо дед и лодка. Ломалась былка мачты. Почему-то защемило сердце. Одиноко мне вдруг сделалось. Не знал я, да и не мог знать, что рыбачил я с дедом в остатний раз. Весной выманит дед Павел из соседнего барака уже натуго, считай, насмерть повязанного с рекой Гришку Высотина. Подадутся молодой и старый на реку, наберут сети в лодку, присядут к костерку попить чаю перед тем, как обметать устье речки Гравийки, и на время забудут про лодку. На такой реке, как Енисей, да еще в Заполярье, да к тому же еще весной, забываться нельзя. Вода была на тальниках, лодку отбила, и дед Павел, отчаянная душа, не раздумывая, скинул лапоть, в подштанниках подковылял к реке, пощупал в воду пяткой, съежился и, по бабье взвигнув, рванул бегом за лодкой. Напористая, тяжелая от мути вода валила деда с ног, он спотыкался, охал, хватался за кусты, но пер и пер бродом к лодке, однако настичь ее все же не мог. И глаз еле единственный подвел деда. Показалось ли ему близко до цели? Вода скрадывает расстояние. Только рванулся дед вплавь за лодкой. Ему оставалось сделать один лишь взмах. И он сделал его. Этот взмах
вскинул руку, чтобы пойматься за борт лодки, и так с поднятой в небо рукой о груз скрылся в воде. Тугоумный Гришка еще сидел какое-то время у костра, ждал, когда вынырнет одноглазый шебутной дед Павел. Уж больно быстро и как-то невзаправдошно все произошло. Лодку уносило, поворачивая то носом, то кормой. В середине ее на подтоварнике рыхлым снежным бугром белела сеть. На сеть брошены мокрые верхонки, лопашны выжидательно покоились по бортам, веревочка какая-то свисала с носа, трепала веревочку течением, возле воды на приплеске лежала дедова одежонка, на плоском камне дымилась трубка с медным колечком. Гришка глядел на попусто дымящую трубку и заорал лихоматом: «Караул!» Нашли деда Павла в замытых тиной кустах после того, как схлынула вода. Мертвого деда я не видел, не хоронил. И о смерти его узнал спустя большое время. В тот год я одолевал самую, может быть, долгую и тяжкую в своей жизни зиму. Совсем недавно попал мне в руки документ, удостоверяющий кончину деда Павла. Вот из него выдержки. Отдел актов гражданского состояния. Свидетельство о смерти номер 189. Фамилия Астафьев. Имя, отчество Павел Яковлевич. Умер 7 июня 1939 года. О чем в книге записей гражданского состояния о смерти 1939 года 16 июня произведена соответствующая запись. Город-селение Игарка. Край, область Красноярский. Возраст, причина смерти 57 лет. Утопление. Читая этот документ, я сделал потрясшее меня открытие. Деда-то Павла Яковлевича, первый его внук и верный соратник по рыбалке, почти уже на 10 лет пережил. Но рыбачить стал редко и лениво. Нет у него такого верного напарника, какой когда-то у деда Павла был в далеком Заполярье. Внуки малые еще, да и заняты они учебой, увлечены городской жизнью. Смотрят телевизор.